Привет, мои дорогие друзья. Я не знаю, честно говоря, что делает СБУ. Я понимаю, что могу предположить, что Зеленский дал указание. Надо как-то так рассказать, что Шарий там что-то такое творит в Украине. Но он же ничего плохого не творит. Вот в чем дело. И все его люди, которые есть, они только помогают. Но надо как-то создавать какой-то ореол при помощи украинских СМИ, которые я не знаю, еще кто-то читает или нет. И вот я вам сообщил о том, что они задержали психически нездорового человека. Психически нездорового человека. Это подтверждается документами. И выдали его за шпиона ФСБ, который ходил, подсматривал, фотографировал, но человек практически слепой. Это мог бы быть анекдот, конечно. Но на самом деле они реально это сделали. Я реально показал документ. Этот человек практически незрячий. С детства. У него атрофирован зрительный нерв. Еще в 85 году сделали такое там заключение, да? Ну и плюс он психически нездоров. И вот по новой началось. И вот уже СБУ сообщает очередную новость. Смотрите-ка, на Хмельниччине теперь они выкрыли прихильника Шария, который призывал к поддержке оккупантов. Вот, он еще имеет отношение к движению народовластия. Массово агитировал в интернете на поддержку СБУ выкладывают допрос с ним. Ну, правда, замилив його лицо. Як ви відноситесь до підняття прапору Російської Федерації на території України? Не бачу в цьому нічого поганого. Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України в кордонах, визначених у 1991 році, після проголошення незалежності України? Вже ні. Чому? Вважаю, що в 1991 році була скоєна помилка і злочин сепаратизму. Треба відновити Союз Радянських Соціалістичних Республік в його попередніх кордонах. Тобто ви вважаєте, що Україна має бути у складі Російської Федерації? Я правильно вас зрозумів? Можливо, в Російської Федерації, можливо, в складі Радянського Союзу, можливо, в складі Російської імперії. Це вже як вийде. Як ви відноситесь та чи підтримуєте анексію Автономної Республіки Крим Російською Федерацією? Вважаю, що вона зробила правильно, бо народ Криму треба було рятувати. Від кого? Від розправи з боку майданної влади. Як ви відноситесь та чи підтримуєте створення та діяльність терористичних організацій Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка? Вважаю, що це була самооборона мешканців Донбасу. Від кого самооборона? Від майданної влади та угрупувань праворадикалів. Чи вважаєте ви Російську Федерацію державою-агресором? Відповідь аргументуйте, будь ласка, вашу. По відношенню до діючої влади, її прихильників, це дійсно агресія. Ну ви, як мешканець міста Хмельницького, по якому систематично наносяться ракетні удари, як ви відноситесь, дайте чітку відповідь, до російської агресії? Я готовий це терпіти, навіть якщо ракета влучить у мій будинок. Я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах. Вы слышите, что человек отвечает вещи достаточно, странные. И вы можете как бы прислушаться, как отвечает этот человек, и подумать, а вдруг что-то вроде как не то. Мне ничего не смутило. Меня смутило. И я моментально кое-что вспомнил. А вспомнил я события 2-летней давности. Один в один. Дежавю, блин. Смотрите-ка, в Хмельницком СБУ разоблачила фейковый горсовет, псевдодепутаты которого связаны с Шарием и российскими спецслужбами. Ну давайте посмотрим мое видео от 2021 года. Друзья! Украинская правда. Фейковый горсовет сотрудничества с Шарием. В Хмельницком СБУ проводят обыски у агентов Кремля. Это уже украинская правда. Вот так и надо. Вот это хорошее название. Украинская правда. Да? Современненькая. Фокус координировали спецслужбы РФ. СБУ разоблачила фейковый
городской совет в Хмельницком. Ну, они просто процитировали высказывание СБУ. СБУ всерьез написали, что тесно сотрудничали с Шарьем и с российскими спецслужбами, да. Ой-ой, хорошо, что блокировали это все, координировали спецслужбы Российской Федерации это все. Но мы, конечно же, сделали то, что не делают обычно украинские вонючие помоечные СМИ. Мы разыскали этих людей. Мы связались в 2021 году с этим человеком. Далее без комментариев. И я не хочу даже заканчивать это видео какими-то там комментариями, размышлениями. У СБУ это практика. Я понял, что они делают. Они, пытаясь создать какой-то негативный имидж мне по указанию Наркета, начали задерживать людей, хороших людей, нормальных, обычных людей, но с определенными особыми потребностями. Потому что с ними работать проще. Вы поняли? Ты ему сказал, он повторил. Ты записал, рассказал свою дичь. Давайте СБУ, пробивайте днище. Наш герой, 21 год. И еще до создания альтернативного городского совета была попытка вершить власть непосредственно. Тогда люди собрались вместе и подписали коллективный договор территориальной общины, территориальной громады. Они стали выдавать свидетельства народных предпринимателей на основании 5 статьи Конституции. В каком это году? О каком году речь? Непосредственная власть. В каком году это было? Народные предприниматели, они получали свидетельство регистрации от этой территориальной общины. Они платили налоги в общину. А в каком году? Год, кажется, 2012, это еще тогда все началось. Ага. А что уже привело непосредственно к обыскам СБУ осенью прошлого года и форсированием уголовных дел в отношении этих инициатив, да, так их можно назвать? Да, ну по Хмельницкому уголовное дело еще в 2016 году возбудили, в рамках которого и были обыски. По вашему горсовету, который вы создали? Да, в октябре произошло собрание жителей города, на котором 18 человек проголосовало за создание органа местного самоуправления. Туда в первоначальный состав выбрали 10 депутатов. После этого... Эти же 18 человек выбрали 10 депутатов? Да, из своего состава. А выборы не надо было проводить все городские? Ну, как бы в Конституции такого прямо не сказано, то... Ага, ну понятно. У меня также забрали карту Яндекс.Денег и карту Шария, которые есть на фото на сайте Лига Новостей, и о которых упомянул Шарий в своем видео. То есть это единственная причина, почему Анатолия Шария привязали к этому делу. У вас была карта, которую любой желающий мог заказать на официальном сайте партии Шария, правильно? Да, это единственная причина, и это единственное доказательство, что нас якобы финансировали из РФ. То есть у меня была карта российской платежной системы Яндекс.Деньги, которой я, кстати, не пользуюсь уже лет 5. И вот они из-за этого решили написать, что нас финансировали спецслужбы РФ. Вот здесь читаю с сайта СБУ. Материалы досудебного расследования дают основание утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарьем. Это вот карта сторонника партии Шария, которую вы заказали на общедоступном сайте, это единственная причина, почему они привязали вас к РФ и Шарию, да? Да, никаких других оснований результаты обыска в принципе не могли дать.
Потому что ничего другого, что связывало бы меня с спецслужбами РФ и Шарием, не было. Это дело еще с 2016 года висит висяком. Обвинений так никому и не выдвинули. И я уверен, что это просто СБУ работает на публику, чтобы показать видимость действий. А как вы думаете, зачем служба безопасности на официальном уровне приплела Россию и Анатолия Шария к вашему делу? Ну, во-первых, чтобы дискредитировать Шария, обвинить то, что он создает фейковые городские советы для дестабилизации ситуации в стране.